Всем привет! Задача из Гонконга. 9 класс, выпускной экзамен. Дан треугольник АБС. В нем проведены отрезки АА1 и СС1, которые разбивают весь треугольник на три малых треугольника. Дам здесь буковку П. И один четырехугольник. Площади треугольников известны. 20, 30 и 40. Нужно найти площадь желтого нашего четырехугольника С1БА1П. Ну что ж, попробуйте решить эту задачу, а мы начинаем. Эта задача никакого не тестового варианта. Почему? Сейчас скажу. Итак, внимание. Пару слов все-таки про Гонконг. Вы гораздо больше меня точно знаете про этот самый Гонконг. Ну вот что знаю я. Это такой административный район Китая. 7,5 миллионов, имеет определенную автономию, там аж до какого-то 2050 года, своя валюта, мировой образовательный хаб, учатся рано, с 3 лет, с детского сада. Детский сад обязательный, сразу же вводится английский. В университетах, потому что все на английском преподается. В школах система мотивации. Всякие кубки, призы, дипломы, благодарности вывешиваются на стенах школы, на витринах всяких, на зданиях, на фасадах и так далее. Всячески поощряются хорошие дела. Спиральная учебная программа, то есть все время одно и то же осваивается на разном уровне. Ну, почти как у нас, упор делается на решение задач, и много задач с письменным решением, то есть не с выбором ответа А, Б, В, Г, Д, а именно с полным развернутым письменным решением с обоснованиями. Ну, в ПИЗе они занимают там первую пятерочку, входят ПИСа, помните, мы говорили, вот, где применение на практике знаний нужно подтвердить. Вот, кратенько все, что я мог сказать и придумать. А теперь к нашей задачке. Напомню, площадь этого треугольника 20, этого 30, этого 40. И требуется найти площадь желтого. С4 назовем ее. Ну, нам понадобится две теоремки. Две школьные теоремы, конечно, повышенного уровня. Они очень удобны. Ну, такие лайфхаки классные, которые можно использовать очень часто. Первая теоремка про треугольники с общей высотой. Оказывается, площади треугольников с общей высотой относятся как основание. Смотрите, вот есть треугольничек А, Б, С. Такой-то отрезочек БК. Два треугольника А, БК, С, БК. У них общая высота. BH. Все видят, H маленькая. Тогда давайте найдем отношение площадей S1 к S2. Площадь треугольника – это половина произведения основания А1 на высоту H. Ну а для второго треугольничка это половина произведения основания А2 на ту же высоту H. Это вторая высота, ну в смысле для второго треугольника эта высота на продолжение основания попадает. Поэтому она является для него высотой. H сократили, 1/2 сократили точно. Площади треугольников с общей высотой относятся к основанию, которым проведена эта общая высота. Это теоремка 1 и теоремка 2. Если проведено диагональное разбиение выпуклого четырехугольника, то S1 умножить на S3 равно S2 на S4. Сейчас объясню, почему это так. Это настолько просто. Посмотрите. Вот треугольники с площадями S1 и S2 имеют общую высоту. Вот она. Вот она. И поэтому их площади относятся как основания. То есть как отрезок М, то есть слева от точки, к отрезку М справа от точки. Ну, точно так для треугольников с площадями S4 и S3. У них тоже общая высота. Я запишу это так. М относится к N с одной стороны, как S1 относится к S2, ну, согласно теоремке 1. Ну и как S4 к S3. S4 к S3. Вот так мы доказали эту теоремку. Перемножив по правилу пропорции, мы получаем S1 на S3, S2 на S4. Советую очень запомнить, для трапеции очень хорошо работает. Ну а здесь что будем проводить? Вот вертикальное такое разбиение четырехугольника или горизонтальное. Вот я провожу горизонтальное. Что получилось? Ну, получился треугольник площадью x. И теперь внимание, по теореме 2 сразу же x умножить на 40 равно 20 на 30. Ну, классно, согласитесь. Нолики долой.
Четверка и двадцаточка дают пятерочку, 5 и 3 – 15, х 15, стираю, пишу 15. Ну, уже дело сделано. Наполовину. Часть площади найдена. А теперь вторую часть обозначу y. Ну, дам все-таки буковки, конечно. А, Б, С, А1, С1. Ну, П нам не понадобится. Смотрите. Рассмотрю треугольники с вершинкой С1, у которых общая высота треугольник С1БА1 и С1СА1. Я их сейчас быстренько выделю, чтобы вы видели. Вот этот треугольничек. О, видите? И вот этот треугольничек. Все, у них общая высота. Я могу даже провести ее. Вот она. Но она нам не надо. Поскольку у этих треугольников общая высота, то их площади относятся как основание. Площадь одного треугольничка будет какая? Y относится ко второй площади, вот этой, 15 плюс 30, да? 15 плюс 30. Ну что, как вот этот отрезок относится к этому? Давайте их так и назовем, как M относится к N. Нормально? Нормально. А теперь внимание. Для двух других треугольников с вершинкой А, для треугольников А, Б, А1 и АСА1, я их выделю еще раз, чтобы всем все было понятно. Вот этого и вот этого. Площади этих треугольников тоже относятся как основание, как М к N. Площадь одного АБА1 будет равна Y плюс 15 плюс 20. Так и напишу. Y плюс... назад. Y плюс 15 плюс 20 относится к площади АСА1 30 плюс 40. 30 плюс 40. Ну, как М к N. Верно? Верно. Ну, все, ребята. Y деленное на 45, y деленное на 45 равно y плюс 35, y плюс 35 деленное на 70. Ну, такие все дела. Вот мы решили задачу y найдем, сложим в 15, будет ответ. Итак, здесь я буду сокращать. Давайте черный возьму, нейтральный такой. На 5 делю. Сколько будет? 9 в 5 – 45. Здесь на 5. Это 14, по-моему, да? 20 на 5 – 4, да? 14. Все. Перемножаю наискосок. 14y равно 9y плюс 9 на 35. Ну, получается сколько? 5y равно 9 на 35. На 5 делю. Единичка. 7 в 5 – 35. 7. Y сколько? 63. Ну, теперь складывайте. Y 63. Давайте сотру. Напишу 63. Ну и сколько вместе? 63, 15, 78. Итак, площадь нашего четырехугольника С1, Б, А1. И там что было? П, да? П. П равна 63 плюс 15, 78. Ответ 78, задача решена. Ну, бессмысленно было записывать ответы на выбор. 62, 72, 76, 78, 81. Это ж на глаз никак не определишь и качественно не определишь, верно? Поэтому вот такая история. Напишите, нравится ли вам Гонконг, что вы еще знаете про Гонконг. А я рад, что вы были на канале. И пишите, конечно, свое решение. До новых встреч, всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.